прошлом году удалось возвести 105 миллионов квадратных метров жилья. И это, кстати, не намного меньше, чем в год рекордный. Мало того, есть прогноз Росстата, что в этом году рост будет продолжен. Как же компаниям удается держать строительную марку? Мы сейчас и расскажем. Далее первая история. Комплексное развитие территорий. Это когда не просто дома строят, а еще и инфраструктуру. Например, детский сад. Как здесь, в Екатеринбурге. Это, кстати, первый КРТ в городе. Подробнее об этом проекте и о том, какие еще есть у застройщика, мы сейчас и расскажем. Порядка 1 300 000 человек. Только по всей стране живет в ветхом и аварийном жилье. Туалет на улице, перспектив самому продать развалюху и переехать ноль. Что же делать? Понятное дело, расселять. Чем государство, конечно, занимается. Ускорить процесс в 2020 году позволил закон о комплексном развитии территории. В различных регионах начали местные муниципалитеты тоже нормативку свою регулировать и принимать местные законодательные акты, которые позволяют реализовывать на территории города КРТ аварийных территорий. Это вот там старые аварийные дома, которые много-много лет люди жили, а выкупать за счет государства не всегда это получается сделать. Чтобы люди навсегда распрощались со своим ветхим жильем, в процесс на конкурсной основе вовлекли застройщиков. Так произошло и в Екатеринбурге. В конце года 22-го приступили активно к расселению этой территории. Тут надо отдать должное непосредственно руководителям профильных ведомств, кто отвечал за это расселение этих территорий. Вместе с нами они взаимодействовали прямо на площадках. У переселенцев было много вопросов. Как будут переезжать? Куда? У многих документов-то не было на квартиры. Подключились юристы от застройщика. В итоге, по желанию, кто-то получил жилье в новых домах, кто-то получил компенсацию. За рекордные 9 месяцев удалось расселить около 2000 человек. На коллегах к строительству приступить. Вперед. Старт работам дал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. И вот как все это выглядит спустя несколько лет. Дома скоро сдадут. Те, кто выбрал квартиры с отделкой, так сказать, уже сидят на чемоданах. И не только они. Ведь на месте депрессивной территории по КРТ появляются помимо домов, детских площадок, садиков и школ еще и помещения для бизнеса. С помощью этого механизма мы можем развивать территории, включая и жилищное строительство, и создание рабочих мест, создание всей необходимой социальной инфраструктуры, транспортной, инженерной инфраструктуры, то есть создавать современные комфортные условия для жизни населения. Налоговое отчисление радует местный бюджет. В одном из регионов застройщик даже по условию аукциона дамбу возвел. А в чем же плюс для строителей? Для застройщика ты понимаешь, что у тебя есть площадка. Как правило, срок от 5 до 10 лет. Такая стабильность в наше время, которая нам как застройщикам очень важна. А что дальше? Застройщики хотели бы ежегодно участвовать в 5 и даже в 10 аукционах. Свердловская область готова тиражировать проекты КРТ. Вместе с переселением сегодня мы пробуем еще и другие механизмы, когда по системе КРТ то же самое мы получаем и образовательные учреждения, дошкольные уже примеры есть. Сейчас мы уже проговорили и про сферу культуры, то же самое вовлечение по схеме КРТ и передачи в управление в будущем в муниципальную собственность, да, и объекты культурного наследия. Поэтому механизм работает успешно. Конечно же, надо и дальше его расширять. У нас точно немало зон в городах, которые надо, соответственно, покрывать этой схемой для того, чтобы и строители активнее вовлекались, но самое главное, создавались новые жилищные
предложения по жилью. В других регионах ситуация следующая. Кто-то только думает о запуске такого механизма, а кто-то ставит рекорды по расселению. В частности, Тюмень, а еще Московская область и столица. За всю историю расселили там порядка уже более 5000 человек, улучшили жилищные условия. На сегодняшний день являемся мы там абсолютным лидером по взаимодействию с людьми, которые проживали на аварийных территориях, которые за наш счет смогли улучшить свои жилищные условия. Благодаря КРТ в России введено уже порядка 2 миллионов квадратных метров жилья. По оценке Минстроя потенциал превышает 200 миллионов. Ну вот Центробанк недавно ставку снизил. Мы надеемся, что, может быть, этот курс будет продолжен и дальше. Вот стоит ли ожидать такого вот отложенного спроса, оживления рынка, если вдруг это произойдет? Обеспеченность жилья на сегодняшний день, конечно, не в полной мере соответствует тем задачам, которые ставит нам президент. Соответственно, количество возводимых квадратных метров сегодня очень востребовано. И то, что складывается сегодня с точки зрения реализации объектов и ключевой ставки, и поддержки президентом ипотеки, и семейной ипотеки, это, конечно, нам позволяет реализовывать жилые комплексы. Жизнь с комфортом – это не только новые квадратные метры, детские сады и школы. Это еще и дороги. О них следующая история из Донецкой Народной Республики и других исторических регионов нашей страны. В городе Волноваха теперь есть мемориал памяти героев-дорожников. За год этот проект реализован, и сегодня мы принимаем участие в его открытии. Я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем нашим строителям, дорожникам, компании «Автодор», то, что они одни из самых первых зашли на территорию, выполняли задачи и по строительству дорог, и по строительству фортификационных сооружений, которые нужны были. Несколько тысяч дорожников восстанавливали важные транспортные артерии под обстрелами врага. За мной высечены фамилии 23 наших дорожников, которые погибли, защищая интересы нашей Родины. Каждую семью мы помним, с каждой семьей мы общаемся. Это, наверное, один из самых таких значимых памятников дорожников, реализованные нами строителями, дорожниками за последние десятилетия. Всем большое спасибо и уверенность в том, что мы победим. На монументе авторство известного скульптора Салавата Щербакова гербы всех исторических регионов. Это же останется после нас. Будут уже и полностью свободная Донецкая Народная Республика, все остальные наши соседи, братья, и Луганская Республика, и Запорожская, и Херсонская область. Будут хорошие дороги, а это будет напоминание о том, какой ценой давалось самые горячие моменты. А работа за 4 года проделана немалая. Там, где и дорог толком не было, а так, направление, все восстановили. Ежегодно около 700 километров. Вот за это время восстановили всю федеральную сеть во всех 4 субъектах новых Российской Федерации. Самое главное, сделан северный обход Азова. Это 359 километров. Сегодня можно проехать по материку для того, чтобы добраться в Крым. Обновленные дороги уже соединяют исторические территории с соседними регионами. Подписана программа по строительству и ремонту дорог до 30 года. Президентом поставлена задача Донбасской Народной Республики, все присоединенные регионы привести к показателям достижения нацпроектов, которые утверждены Российской Федерацией к 30 году. В части дорог мы этот показатель перевыполняем. Строят же не только дороги. Ежегодно восстанавливают порядка 20 мостов, многие из которых разрушили киевские боевики. Поехали! Поехали!
А вот свежий пример. Всего за 7 месяцев завершен капремонт моста в Макеевке. Строители хорошо развернулись, есть мощности. Видите, вот эта дорога, она должна была быть к концу года построена. Потом к 1 сентября по контракту открыли, вообще к 1 августа. То есть мощности есть, что особо приятно, что используются материалы местные. И если еще в 2022 году стройматериалы привозили из Ростовской области, то сейчас построено 30 асфальтобетонных заводов. Работает 16 подрядчиков, а это около 1500 специалистов. И в этом году у нас тоже в планах восстановить чуть больше 700 километров дорог. Сейчас мы уже переходим на восстановление региональных дорог в этих 4 субъектах Российской Федерации. И в программе 25-26 года идет как раз работа по восстановлению и уличной дорожной сети крупнейших городов новых субъектов Российской Федерации. Новые технологии позволяют строить быстрее по всей России. Например, летом открыли новый участок скоростной дороги между башкирским городом Дюртюли и Свердловским поселком Ачит. Владимир Ильич, разрешите открыть движение? Разрешаю. Поехали. Благодаря технологиям удалось сэкономить 50 миллиардов бюджетных рублей. Дорога – важная часть трассы М-12 «Восток». И, конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности. Трасса будет встроена в международную транспортную архитектуру, станет важной конкурентной логистической артерией. Товарооборот с Китаем превышает 220 миллиардов долларов. С Россией притворяются в жизнь более 80 проектов. И после визита Владимира Путина в Поднебесную явно будет больше. Сотрудничество давно вышло за рамки энергетики. Активно продвигает несырьевые товары Российский экспортный центр, который за 10 лет работы поддержал экспортеров почти на 10 триллионов рублей. И то, что нам, я считаю, как самое главное удалось сделать, мы действительно вместе с правительством создали экосистему, клиентоцентричную экосистему совокупности и инструментов поддержки, и институтов поддержки, потому что на самом деле Российский экспортный центр – это группа из 4 организаций. Мы выступаем единым, одним окном, но на самом деле у нас 2 организации внутри нас финансовые, это XR и Росэксимбанк, которые предоставляют специализированные финансовые инструменты. У нас школа экспорта и непосредственно Российский экспортный центр предоставляют различные нефинансовые, маркетинговые услуги по обучению, по поиску партнеров. Далее как раз история компании, которая обеспечивает страну стройматериалами и которым не помешала поддержка. Не тихо, а, пожалуй, все-таки громко шифером шурша. Завод Мордовии производит около 1 миллиона штук этого кровельного материала. Но не только его, а еще и трубы, и современные фасадные панели. Сейчас мы покажем все подробнее. Труб мы выпускаем порядка 700 километров в год. Фасадной продукции порядка 1,5 миллиона квадратных метров. Что касается волнистого шифера, это порядка 1 миллиона штук 7-8 волнового шифера в год. Основное сырье у нас наше, российского производства. Заводу 65 лет. И чтобы объемы производства росли, а вместе с ними и география поставок, идет модернизация. Фасадные панели должны сохранять лицо здания и в астраханскую жару, и в якутский холод. Что касается именно фиброцементной плиты, также оно в основном используется на фасадах. Что именно касается крупноформатных плит, это высотное строительство. Что касается сайдинга и структурных плит, в основном это низкоэтажное строительство. Выглядеть красиво хотят не только российские дома.
Казахстан, Азербайджан, Белоруссия. Это основные крупные направления, куда отгружается как волнистый шифер, так и фиброцементный продукт. Сейчас многим экспортерам на фоне агрессивных санкций приходится менять логистику, выходить на новые рынки, где свои правила торговли. Чтобы не остаться с проблемами наедине, у Российского экспортного центра есть много мер поддержки – финансовые и нефинансовые. В этом году мы празднуем 10 лет, 5 из которых пришлись на очень сложный период. С 2020 года сначала ковид, потом санкции. И, конечно, вначале казалось, что мы с этим не справимся, но это были буквально там первые минуты. На самом деле мы каждый год показываем рекорды по количеству поддержанных экспортеров, по объемам нашей поддержки. Пока в 2024 году мы также по количеству поддержанных экспортеров превысили 2023 год, 24 тысячи поддержанных экспортеров. И еще одна история есть на Камчатке, где производство даже помогло снизить цены на стройматериалы. Здесь. Мы, кстати, поставляли туда 4000 кубических метров до нашего материала. Строительство краевой больницы и других объектов, все это, конечно, мы принимаем участие, да, и это облегчает задачу тем строителям, потому что материал, он дешевле и доступнее. Блоки – лишь начало. Раз строительное дело идет, почему бы не делать плитку? И начали проект. В течение года мы его реализовывали. В апреле этого года мы его открыли, успешно запустили, прошли обязательную сертификацию, получили. И мы единственные на Камчатке, которые имеют обязательную сертификацию на плитку. Игорь и Артем – два учредителя, вообще кадровые офицеры, которые, отслужив, в том числе на СВО, решили найти себя в бизнесе, получив поддержку. Вообще, в целом в крае созданы все меры поддержки для начинающих предпринимателей. Это субсидии, да, это вот территория опережающего развития. Мы пользуемся налоговыми льготами, преференциями, да, и другие виды поддержки. В итоге российское оборудование, которое тоже купили с льготами, трудится 24/7. В сутки может выдавать по 60 кубов блоков, а еще облицовочные камни, всевозможные бордюры и, собственно, тротуарную плитку. У вас получается камчатский эксклюзив – плитка с вулканическим песком. Да, на самом деле эксклюзив, такого нету нигде в России. Плитка с океаническим вулканическим песком, поэтому это наша фишка, можно сказать. Все это разнообразие идет и на благоустройство, и на строительство туристических объектов, таких как 3 вулкана, и на возведение жилья. То, что удалось уже достичь, это мы перешли от только точечной застройки к комплексному строительству. Сейчас флагманский проект «Дальневосточный квартал», где строится большой объем жилья, порядка 100-120 тысяч квадратных метров, и сразу спроектирована школа, кстати, первая школа на Камчатке с бассейном, и детский сад. У нас за первый квартал 2025 года прирост инвестиций и увеличение 94%, почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Постройки 65% рост. Она не всегда ритмичная, но сейчас это большие объекты, которые вводятся, и строительство больницы, завершенная краевой, и больница в Карагинском районе, и еще ряд крупных объектов, включая аэропорт. Экономика края развивается, развиваются и компании. Нами создано уже более 20 рабочих мест. В штате имеется своя собственная производственная лаборатория. Мы контролируем каждую партию. В планах активно участвовать в строительстве частных домов. Тем более, когда есть такая поддержка, как дальневосточная ипотека под 2%.
Поэтому заказов много, заказы есть, и мы работаем. И мы гордимся, то, что мы делаем этот материал и поставляем на эти стройки, потому что мы сами с Артемом выросли здесь. Здесь родились, здесь прожили всю жизнь, прослужили в армии, ну, вышли на пенсию и сейчас продолжаем развивать в том числе экономику Камчатского края. Для полноты строительной картины расскажем о благоустройстве дворов. Уникальные детские площадки, родом из Свердловской области. Совместить детскую игру на свежем воздухе и игру на музыкальных инструментах. Почему бы и нет? Компания из Свердловской области предлагает интересное решение. Но вот, пожалуй, из горочки для ребят я уже вырос, а для уличного оркестра, может, и сгожусь. История, как это часто бывает с бизнесом, изначально личная. Музыкальная группа Дениса играет рок, а еще на инструменте с космическим звучанием – хэндпан или ханг. Такие инструменты стали делать сами, потом появились и другие. Возникла идея, а давайте сделаем музыкальные площадки. Мы первую площадку поставили в 2022 году, а уже в 2025 году получили признание в виде национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере Ассоциации игровых детских товаров в номинации «Лучшее пространство для детей». Сейчас уже 28 музыкальных инструментов. Перкуссионные. Это различные ксилофоны, аэрофоны, барабаны. Сделать их вызов, ведь они должны быть антивандальными, но при этом звучать. Настройка занимает несколько часов. Чтобы, допустим, человек без музыкального образования спокойно мог играть на инструменте, это не создавало какой-то фальши, диссонансов. Спрос на площадки растет, но речь не всегда о продажах. Площадки дарят. В Луганске инструменты стоят, в Донецке. Вот недавно в Алешкинский детский дом поставили. Это эвакуированный детский дом из Алешек. Их в Скадовск эвакуировали. И там дети с ограниченными возможностями, а инструменты полностью инклюзивны. Есть и экспорт к соседям. В Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. Был также выезд в Иран. Но благодаря сетке дилеров мы работаем с компанией «Наш двор», с предприятием. У них за 20 лет сформирована огромная сетка дилеров. Кстати, о поддержке экспорта и о музыке. Сделано в России – это, я бы сказал, уникальный бренд. Он уникален тем, что здесь не только представлены продукции России, все, что сделано в России, но и, конечно, его внутреннее состояние, состояние души, наше искусство, которое мы несем в Китай, в Китайскую республику, конечно, оно богато. Это мы уже в Пекине, где открылся далеко не первый на китайской земле фестиваль-ярмарка «Сделано в России». И под этим национальным брендом более 40 компаний из 26 регионов привезли свыше 500 товаров. Не только показать, продавать. В том числе с поддержкой местных блогеров, у которых миллионы подписчиков. А Российский экспортный центр создает нужную инфраструктуру. У нас уже открыто 44 таких национальных магазина «Сделано в России». И с помощью нашего оператора мы размещаем там продукцию, мы доставляем эту продукцию на склад страны, в которой эта электронная торговая площадка функционирует. И у нас 3 миллиона по прошлому году розничных покупателей купили российскую продукцию. Но при чем здесь опера или фигурное катание? Дело в том, что Камила Валиева, другие известные спортсмены, деятели искусства, так же, как и бизнесмены с хорошим товаром, формируют позитивный образ России. И масштабная программа продвижения бренда «Сделано в России» до 30 года утверждена президентом.
Компании, видя поддержку по экспорту и на своем рынке, развиваются. Поддержка со стороны Минпромторга была. В 2020 году было приобретено оборудование по программе целевого финансирования промышленных предприятий. Поэтому, потеснив зарубежных конкурентов, и наращивают производство эксклюзивных площадок от разработки до установки и обслуживания. И так поступают многие. Кто-то создает музыку улиц, а кто-то производит стройматериалы, прокладывает дороги и возводит дома, создавая облик современной России.